2 февраля 1938 года вышло новое положение о Госплане СССР. Пятым пунктом нового положения Госплану вменялось в обязанность проверять выполнение планов всеми наркоматами, ведомствами и предприятиями и вносить на рассмотрение Совнаркома СССР вопросы и предложения, вытекающие из проверки выполнения. Для обеспечения этой задачи в структуре Госплана появились уполномоченные Госплана по проверке выполнения народно-хозяйственных планов. Отмечалось, что они работают независимо от республиканских, краевых, областных плановых комиссий и назначаются и отзываются непосредственно Советом народных комиссаров по предоставлению председателя Госплана. Таким образом, уполномоченные с самого начала были поставлены в условия, обеспечивающие им высокий статус и свободу действий. Тогда же в структуре Госплана появился отдел размещения предприятий и районного планирования, который работал с информацией, поступавшей от уполномоченных. Отдел делился на 8, затем на 9 рабочих групп, занимавшиеся каждая своим районом — Север, Центр, Поволжье, Урал, Средняя Азия и так далее. Каждый экономический район курировал свой уполномоченный, который жил и работал не в Москве, а на местах. Районы дробились, количество уполномоченных росло. К середине 1940 года их было 14, в начале войны 21, а к концу 1944 года аппараты уполномоченных были созданы во всех областях, краях и республиках страны. Поначалу аппарат уполномоченного состоял всего из 4 человек. Потом постепенно он вырос до 11 человек. Причем в основном на работу брали не экономистов, а инженеров, которые бы понимали конкретные технологические процессы. С самого начала Вознесенский поставил дело так, что уполномоченные переписывались непосредственно с ним, ему отчитывались и от него получали указания. Заместитель Вознесенского или заведующий секретариатом Госплана Колотов обязательно информировали уполномоченных о ходе выполнения резолюций, принятых Вознесенским по их запискам, чтобы уполномоченные знали, что работают не на мусорную корзину. В первый год работы уполномоченные сами составляли план работ на 2 месяца, который утверждался председателем Госплана. Каждый месяц от них требовался отчет о ходе его исполнения. Например, план работ уполномоченного по Поволжью Пашинина на ноябрь-декабрь 1938 года предполагал проверку выполнения государственного плана по развитию местных видов топлива, проверку подготовки к осенне-зимнему максимуму Куйбышевского, Сталинградского и Саратовского энергоузлов, проверку хода строительства Куйбышевского гидроузла, проверку выполнения постановления Совнаркома о развитии производства товаров широкого потребления в районах Поволжья, проверку хода зимнего ремонта судов, проверку выполнения решений Совнаркома и Центрального комитета ВКПБ о борьбе с засухой в областях Поволжья и так далее. Всего 10 пунктов. Уже этот список показывает, что уполномоченный мыслился как представитель Госплана широкого профиля, контролирующий все хозяйственные вопросы на территории. В условиях отраслевой системы управления уполномоченные становились мостиками между хозяйствами разных наркоматов, волей-неволей обретая комплексное представление о развитии территории. Появление новых проверяющих болезненно воспринималось на местах. Например, НКВД, который строил тот самый Куйбышевский гидроузел, куда первым делом направили уполномоченного по Поволжью, отказался поначалу предоставлять ему отчетные материалы. Вознесенский, который с апреля 1939 года стал еще и заместителем председателя Совнаркома, то есть по-современному вице-премьером советского правительства, вовсю пользовался своим статусом, чтобы его уполномоченные имели доступ к любой необходимой информации. Жалобы уполномоченных на препятствия в работе становились основой для немедленных писем, резолюций, требований Вознесенского, которыми он бомбардировал ЦУНХУ, то есть Управление статистического учета, отделы Госплана, другие наркоматы и ведомства. С другой стороны, появление новых уполномоченных было с энтузиазмом воспринято местным населением, которое со своими проблемами ходило по всем инстанциям по кругу, резонно надеясь, что где-нибудь все же примут меры. В сентябре 1938 года все тот же уполномоченный по Поволжью пишет Вознесенскому с просьбой разъяснить,
что все-таки входит в обязанности уполномоченного, и должен ли он, к примеру, реагировать на жалобы трудящихся, на плохую работу предприятий и организаций, которые по формальным основаниям не принимают облисполкомы. Можно предположить, что отсутствие четко ограниченной сферы деятельности уполномоченных было сделано Вознесенским сознательно. Уполномоченный должен был быть в состоянии проверить выполнение любого хозяйственного решения Совнаркома в любой сфере деятельности. Вот как об этом вспоминал Николай Павлович Лебединский, который был назначен в мае 1943 года заместителем уполномоченного по Дальнему Востоку. Я решил в первый же ответственный момент обратиться к председателю Госплана за советом, как быть, и был обескуражен его реакцией. Какой вам нужен еще совет? Я вам не советчик, вы у меня советчики, и вы обязаны давать предложения, предварительно разобравшись в существе дела на месте. Вот завтра и позвоните мне и скажете, как вы считаете необходимым поступить в данном случае. Вознесенский в отчетах уполномоченных неизменно подчеркивал и обводил слова «я посетил», «я самостоятельно проверил», «я потребовал устранить». На собраниях уполномоченных и в резолюциях им неизменно присутствовало требование борьбы с сигнализаторством. Просто констатировать, что план не выполнен, да к тому же констатировать постфактум, когда исправить уже ничего нельзя, было верным способом получить выговор. Уполномоченный по Уралу Быков послал Вознесенскому отчет за сентябрь 1938 года на одной странице с формулировками в стиле «проработан вопрос» и «произведено ознакомление». И получил гневную отповедь. Представленный вами краткий отчет о работе за сентябрь месяц 1938 года является формальной отпиской и не показывает существа проделанной вами работы. Следующий отчет Быкова только по одному из пунктов плана работ, а всего их было 7, уже занимает 5 страниц и содержит анализ причин срыва сроков строительства Уральского химмашзавода и конкретные предложения по выправлению ситуации. Трудно переоценить важность появления на местах людей, не связанных ведомственной принадлежностью и способных смотреть на проблемы комплексно. Так, в отчете уполномоченного по Поволжью о причинах срыва производства в Куйбышевской области в 1938 году он указывает основную причину – текучесть рабочей силы, вызванная тяжелыми жилищными и культурно-бытовыми условиями, слабой работой торговых организаций, задержками в выплате зарплаты и пестрыми расценками труда. И, соответственно, предлагает в первую очередь ускорить строительство жилья, водопровода, пустить автобусы, расширить сеть кафе, улучшить торговлю овощами, повысить грамотность рабочих и обеспечить им культурный досуг. Если бы это был проверяющий наркомата, который бы инспектировал только сам завод, он бы не смог предложить ничего полезного, так как основной источник проблем лежал за заводскими воротами. В том же документе отражен конфликт между уполномоченными Госплана и уполномоченными наркоматов. Пашинин первым пунктом своих предложений требует запретить уполномоченным наркоматов вербовать в пределах города Куйбышева рабочих для отъезда в другие области СССР. То есть уполномоченные наркоматов переманивали рабочих друг у друга, что отрицательно влияло на работу промышленности в целом. Этот пример также показывает, насколько важным был взгляд на проблему не с узковедомственной, а с общегосударственной точки зрения. Отсутствие такого комплексного взгляда в 70-е годы обыгрывал Аркадий Райкин в знаменитой юмореске «К пуговицам претензии есть?». Я прихожу к директору, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать. Я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав. Я лично пришиваю пуговицы. Пуговицам претензии есть? Я говорю, нет. Пришите насмерть, не оторвешь. В апреле 1940 года прошло первое совещание уполномоченных. Основной претензией к ним была недостаточная действенность проводимой ими проверки выполнения плана, то есть отсутствие с их стороны организации на месте устранения вскрытых недочетов, привлечение местных советских и хозяйственных организаций к выявлению и использованию внутренних ресурсов и скрытых резервов.
Досталось и отделам Госплана, которые недостаточно внимательно относились к материалам, присылаемым уполномоченными. Постановление по итогам совещания закрепляло порядок, по которому начальники отделов и секторов Госплана были обязаны лично рассматривать материалы, получаемые от уполномоченных, и лично готовить ответ. С чисто контрольных функций уполномоченные все больше смещаются в организационную область. Несмотря на перевыполнение плана Гойл-Ро, промышленность развивалась еще быстрее, и нехватка электроэнергии все довоенные годы была головной болью хозяйственников и плодом постоянных препирательств. Кого отключать, если мощностей не хватает на всех? С апреля 1940 года уполномоченные начинают выступать арбитрами в этих спорах. Новый шаг в превращении уполномоченных из контролеров в организаторов был сделан летом 1940 года, когда уполномоченный по Ленинграду Кирпичников по своей инициативе провел совещание о кооперировании ленинградских предприятий по упаковкам, стальному и чугунному литью. Через 15 лет после описываемых событий Хрущев попробовал решить эту проблему радикально, вообще ликвидировав отраслевую систему управления и создав совнархозы. Вознесенский решил, что отраслевую систему надо не ломать, а дополнить. Мы помним, что в 1985 году экономисты из ВНИИСИ писали, что систему надо реформировать, так как добровольно плановикам никто ничего не расскажет. Производственники будут скрывать резервы и открывать их только если всех перевести на полный хозрасчет, то есть дать зарабатывать на рынке. На совещании в Ленинграде директора заводов не только выдали Кирпичникову справки об их возможностях, из которых следовало, что заводы недозагружены, но и стали активно закладывать собственное начальство. Так, директор завода имени Сталина Никитин сообщал: «Я на протяжении марта, апреля и мая месяцев добивался подписания договора с Уралмашем и добился подписания только благодаря вмешательству экономсовета при Совнаркоме, а по Кировскому заводу так и не добился». Законтрактоваться с Уралом оказалось проще, чем с другим ленинградским заводом. После записки Кирпичникова Вознесенский дал поручение всем уполномоченным провести аналогичную работу в своих районах, а Кирпичникова за инициативность повысили до заместителя председателя Госплана. Так начали составляться планы кооперирования, ликвидации встречных и дальних перевозок, то есть, по сути, планы оптимизации выполнения государственных заданий. Проекты планов кооперирования готовились уполномоченными после ознакомления с возможностями и потребностями всех заводов на данной территории. Также они разрабатывали планы использования местного сырья, мобилизации резервов мощностей электростанций и тому подобное. Это знание местной специфики и местных возможностей очень пригодится уже в скором будущем, когда из-за войны многие вертикальные цепочки поставок будут нарушены. Всего за 1940 год 14 уполномоченных подготовили 627 записок. 61% из этого количества записок не выходило выше уровня отделов Госплана, а 39% требовали вмешательства в работу наркоматов или вовсе принятия решений экономсовета. Сложилось интересное разделение труда с отделами Госплана. Фактически уполномоченные поставляли им свежие идеи о возможностях, а отделы эти идеи проверяли и учитывали. О качестве проработки материалов уполномоченными говорит тот факт, что из 77 записок, направленных в территориальные отделы Госплана, замечания и возражения отделов поступили только на 3. Приезжая в Москву на совещание, уполномоченные просили Вознесенского оказать им содействие в попадании на прием к различным наркомам, чтобы лично решить вопросы улучшения работы расположенных на их территории предприятий. В начале 1941 года в Госплане прошло новое большое совещание уполномоченных, по итогам которого поручения им стали оформляться прямыми постановлениями правительства. Кроме того, им были подчинены местные статистические органы. Теперь никто не мог отказать им в доступе. А если какой-то статистики не было в природе, уполномоченные могли потребовать от статистических органов начать ее собирать. Итак, Госплан знает резервы предприятий, потому что у него на местах есть сеть контролеров, а предприятия раскрывают резервы, так как знают, что им не просто бездумно увеличат планы,
но помогут скооперироваться с соседями, чтобы эти планы лучше выполнить. Корректировки в план идут не чтобы снизить задание и оправдать халтурную работу, а чтобы быстрее и дешевле его выполнить, шире используя местные ресурсы. Уполномоченные должны сами на местах активно улучшать ситуацию, требуя вмешательства центра только когда самим справиться не удается. Уполномоченные в своих аналитических записках рассматривают проблему комплексно, не ограничиваясь рамками какого-либо одного ведомства. А эти записки посылаются всем причастным для немедленного исправления, опять-таки невзирая на ведомственную принадлежность. Система требовательная, но при этом гибкая. Может быть, дело не в природной склонности руководителей скрывать резервы, а плановиков назначать планы не глядя, зная, что резервы все равно есть. Вот 70-е годы. Другая эпоха. Горестный плач многолетнего председателя Госплана Николая Константиновича Байбакова. На заседании Политбюро указывались такие крупные недостатки, как распыление средств по многочисленным объектам, нарушение сроков строительства и превышение сметной стоимости. Также отмечалось, что большое количество металла, леса, цемента, предназначенных для централизованного строительства важнейших объектов, часто разбазаривается и раздается без толку. Возвращаясь из Кремля, я вспоминал заседание у Сталина, где я бывал как нарком. Там остро ставились вопросы, и члены Политбюро смело высказывали свое мнение, определялись сроки реализации решений, назначались лица, ответственные за их выполнение. И мы знали, что если есть указание Сталина, для нас оно неукоснительный закон «умри, но все выполни». А выполнил – оценят, поощрят, поставят в пример. Так почему же теперь кое-как выполняются постановления правительства? Ну и апофеоз этих же тенденций. 1991 год, союзное правительство Силаева, тот же Байбаков приводит в своей книге ответ, полученный на его записку о тяжелом состоянии топливно-энергетического комплекса. Хотя вопросы, поднятые в записке Байбакова, заслуживают внимания, но беда в том, что по ряду таких вопросов принимались решения правительства, но они не выполняются. Надо понимать, что стонал Байбаков от бессилия. Административного веса у Госплана к 70-м годам уже не стало, а Брежневское политбюро годами попустительствовало безхозяйственности. Брежнев вообще не любил слушать о плохом. Анализ архивных документов не оставляет сомнений, что Госплан перед войной — это в первую очередь контрольный орган. План работы Госплана на первое полугодие 1941 года состоял из 48 пунктов. Из них 31 пункт — контрольные. За срыв графика выпуска продукции на заседаниях спрашивали с начальников соответствующих отделов Госплана. Хотя, казалось бы, почему начальник отдела Госплана должен отвечать за работу какого-то там завода? Говорите, командно-административная система в 40-е и в 70-е годы — это примерно одно и то же? Ага, могут сказать критики планирования. Раз Госплан все контролирует, значит система не гибкая, планы будут все время отставать от жизни. Мало что меняет привычную жизнь так сильно, как мировая война. Вот мы и посмотрим в следующей части, как плановая система отреагировала на ее начало.